Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагымбаева Рожбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел его на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем сайте epos-manas.com. В настоящее время я сейчас работаю над второй частью трилогии эпоса Манас Семетеем. Я закончил первый том романа своего и сейчас работаю над вторым томом Семетея. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа «Манас». Через неделю к богатырю пришли около 600 старейшин народа во главе с Жакопом, Акбалта, Ошпором, Бердике, Бакаем и Айдарканом. Открывая собрание, Манас торжественно обратился к ним. «Народ, я пригласил вас, чтобы обсудить очень важный вопрос. Позвольте мне изложить его». «Можешь говорить, сынок», – кивнул головой Жакоп. «Палец, отрезанный по общему решению, не будет болеть. Если выслушаем тебя и придем к общему решению, значит, сослужим добрую службу народу и земле». «Братья», – с волнением начал свою речь Манас, «много лет тому назад китайцы, калмаки выгнали нас с Алатау. Я хочу предложить вам не оставаться дальше на Алтае и вернуться на родину». Сидевшие на собрании молча переглянулись. Слова богатыря полностью совпали с потаенными самыми мыслями. У этих несчастных, лишенных отчизны, единственное заветное желание вернуться обратно домой. Хотя прошли десятки лет, как они прибыли сюда, тоска о родных местах не покидала их ни днем, ни ночью, и утерянная родина постоянно снилась им. В отличие от Манаса, старейшины не забыли, при каких обстоятельствах они оказались на Алтае. Все прекрасно, как сегодня, помнят, как свирепые враги одолели и издевались над ними, отлично понимая, что очень трудно будет отвоевать родные места у китайцев. Старейшины молча уставились на землю, не зная, что ответить на этот вопрос. «Почему молчите?» – недовольно спросил Манас. «Или вам не нравится мое предложение?» «Как оно может не нравиться?» – горестно ответил Жак. «Столько лет проживая на Алтае, мы душой всегда на родине. В таком случае согласны возвратиться в родные места?» – надеждой спросил богатырь. «Да», – сдавленно ответил Жак. «Но как осуществить это в жизни? Как отнять родные места от врагов? Речь идет именно об этом. Мы не по своей воле покинули отчизну. Нас изгнали сюда после сокрушительного поражения. Как нам одолеть многочисленных врагов, сынок? Ведь китайцы легко одолеют и сотрут нас в порошок». «Отец», – сурово посмотрел Манас, – «вы правильно говорите, никто просто так не отдаст наши земли. Безусловно, китайцы по численности многократно превосходят нас. Несмотря на это, я решил освободить земли предков от захватчиков. Какие только испытания не выпадают на долю молодца. Вы до сегодняшнего дня ходили молча, ничуть не стесняясь того, что уступили отчизну китайцам. Но это не по мне. Я намерен захватить Испару и Алай. От этого намерения никогда не откажусь. Тебе, значит, все равно, если из-за твоих несбыточных грез погибнут сотни, тысячи наших ребят?» – мрачно спросил Жак.
Не надо тешить себя иллюзиями. Будем делать то, что нам под силу. Мы и сейчас не так уж плохо живем. Не стоит наступать на хвост дракона. Нет, отец, я не хочу напрасной смерти наших живитов. Поэтому собрал вас на собрание, чтобы посовещаться. Хотя я хан, решил по такому важному вопросу не принимать самостоятельное решение и обсудить его с вами. Это во-первых. Во-вторых, есть еще одна причина того, что я предлагаю переехать на Алатау. Как вы сами видите, Алтай расположен на самом краю земли. Мы проживаем по соседству с китайцами. Сейчас они пренебрежительно относятся к нам, поэтому не обращают внимания на наши победы. Они ходят беззаботно, считая, что малочисленные кыргызы не представляют для них никакой опасности. Но не дай Бог, если они в один непрекрасный день нападут на нас, быть тогда большой беде. А если же мы переедем на Алатау, то окажемся достаточно далеко от них. Там проживают многочисленные кыргызы, которые всегда могут нам помочь. Если будем жить среди высоких гор, где не то что человек, даже олени и барсы с трудом пробираются по ним, то никакой враг не осмелится на нас напасть. Это верно, согласился Айдархан, сидевший рядом с Жакопом. Старейшина, я эти слова говорю вам не с бухты-барахты. Я много думал о том, где мы будем в безопасности. Взвесив все обстоятельства, пришел к выводу, что лучше всего переехать на Алатау. Верно, для некоторых переезд из Алтая может быть очень трудным. Тут их новая родина. Я никого не буду заставлять к переезду и не буду сердиться на тех, кто останется на Алтае. Пусть этот вопрос каждый человек решает сам для себя. После этого старейшины бурно начали обсуждать его предложение и согласились на переезд. Большое спасибо вам, что поддержали меня, выразил он свою благодарность монаху. С этого дня начнем подготовку к отъезду. Хочу еще раз предупредить, никого не заставляйте переезжать. Кто не хочет, пускай останется здесь, проживая в Тарбагатае и Аратау. Остальным необходимо подготовить нужное для переезда снаряжение и провиант. Мы согласны, ответили собравшись. А теперь, старейшин, подумаем о еде. Широко улыбнулся монах. Наверное, вы здорово проголодались, с утра бурно обсуждая мое предложение. Поэтому оставьте разговоры и волю наешьтесь мяса и напейтесь кумыса. Я приказал для вас зарезать 800 овец и 80 кобылиц. Милостью прошу всех отведать моего угощения. Какой ты молодец, Манас, обрадовали старейшины. Благодарим тебя за щедрость и гостеприимство. В тот день они были гостями богатыря. На следующее утро Манас снова накормил мясом, колбасой из конины, подарил наиболее уважаемым старейшинам по шубе, а главам аилов и групп по резвому скакуну. После того, как гости разъехались, Манас приказал готовиться к отъезду. Когда все приготовления закончились, выставив на перевалах для охраны 6 тысяч воинов, кыргызы в количестве 60 тысяч человек отправились на Алатау. Караван прошел Джилдыз, Утез, Музбель, Маралбаши, Долон, Аксе, Шаю, Джайкуль, Кашкар. И дойдя до горы Какшал, остановился на 8 месяцев на зиму. Глава 5. Как хан Алоке покорился Манасу.
Перекочевавшие из Алтая кыргызы по двум причинам 8 месяцев отдыхали в горах Кокшала. Во-первых, все нуждались в отдыхе. От дальней, трудной дороги устали не только старики, женщины и дети, но и молодые, крепкие воины. Во-вторых, кыргызы начали свой путь весной. А когда они прибыли в Кокшал, наступила осень. Дни стали короче, а ночи длиннее, холоднее. В такое время, особенно в студенную зимнюю пору, большому кочевью очень тяжело перебираться через горные хребты и заснеженные перевалы до Анджиана. Если бы даже не было никакого нападения, поход по такой опасной дороге мог причинить немало бед. Поэтому Манас приказал прекратить движение и остановиться на зимовку. Все обрадовались и стали разгружать свою поклажу с верблюдов. Они стали устанавливать юрты, значительных и хитрый скарб, обустраиваясь кто как мог. Для предотвращения внезапного нападения вокруг Кочеева поставили крытые повозки. Их крепко привязали друг к другу между собой прочными цепями, чтобы между ними не могли проскочить конные или пешие враги. Памятуя о том, что береженного Бог бережет, кочевья снаружи круглосуточно охраняли вооруженные до зубов воины. Кыргызы, будучи заняты повседневными заботами, не успели заметить, как прошли ненастные осенние и зимние месяцы, и пришла долгожданная весна. Вся земля освободилась от белоснежного покрова и оделась в разноцветные наряды. Везде расцвели тюльпаны и алые маки. А возвратившись домой перелетные птицы начали бить свои гнезда в лесах, на отвесных скалах и расщелинах гор, еще больше оживляя все вокруг. В конце весны, когда наступили первые жаркие дни, Манас позвал на совещание старейшин народа во главе с Жаковым. Когда все уселись на красных коврах возле юрты богатыря, он начал объяснять им, почему позвал их к себе. «Братья, — сказал Манас, сидевший на золотом троне, — прошло уже 8 месяцев, как мы осели здесь. Мы приехали сюда в начале осени, а сейчас заканчивается весна. Слава Богу, все удачно, без потерь пережили зиму». «Верно, — проговорил Жак, поглаживая свою седую бороду. — Как бы не спешили быстрее добраться до священной отчизны, время показало, что мы правильно поступили, приняв решение зазимовать в Кокшале. Проявим мы поспешность, то Бог его знает, сколько без нас в дальней дороге погибло от болезни или замерзло от холода, летели в темную ночь во враге, погибли от рук врагов. Аксакал прав, зашумели вокруг. «Я полностью поддерживаю ваше мнение, — сказал Манас, когда снова воцарилась тишина. Надо всегда принимать такие совместные решения. Палец, отрезанный по общему согласию, не так сильно болит. Если будем дружны и решать вопросы по взаимному согласию, то никто не сможет нас одолеть. Один человек может ошибиться или принять неверное решение, но большинство никогда не ошибается и не принимает неверных решений. У народа взгляд острый и мудрый. Драгоценность находится среди камней, а мудрые решения исходят от умных людей. Поэтому, хотя я и хан, но по большим важным вопросам всегда стараюсь советоваться с вами и только затем принимать решения. Вы уж не обессудьте меня, братья, за то, что советую с вами, вместо того, чтобы взять ответственность на себя и полностью все решить самостоятельно. К тебе нет никаких претензий, богатырь, — улыбнулся Бердыке, одетый в белый колпак.
Наоборот, все очень рады и горды тем, что ты склоняешь перед нами голову, советуешься с народом. Ты оправдал нашу надежду. Избирая тебя ханом, мы надеялись, что ты будешь нам хорошим, справедливым правителем. Поэтому не сбавляй походку и управляй дальше народом таким же способом, сынок. А мы, старейшины, мудрецы народа, постараемся тебе помочь своими советами. Я правильно говорю, братья? Правильно, снова зашумели собравшиеся. Если тебе понадобится какая-нибудь помощь, обращайся к нам без стеснений, Манас. Большое вам спасибо за то, что вы сказали мне столько хороших, теплых слов. Широко улыбнулся богатырь. Я еще раз убедился в том, что правильно поступал, когда до сих пор опирался на вас при принятии решений. А теперь, если позволите, назову причину того, почему вас всех собрал. Кончается весна, приближается лето. Все перевалы освободились от снега, открылись дороги. По-моему, настало время продолжить путь на родину. Что вы думаете об этом? Думаю, на это согласятся все, подал голос Жак. Если нет никаких препятствий, народ готов продолжить свой поход. Мой Жакоб правильно говорит, поддержал слова родственника Гвалта, до сих пор не вмешиваешься в разговор. Все с нетерпением ждут этого момента. В таком случае приготовиться к выступлению завтра на рассвете, подвел итоги совещания Манас. На следующий день, согласно принятому решению, кыргызы начали путь в сторону Анджиана. Их охраняли 80 тысяч вооруженных воинов. Впереди них ехали 84 богатыря во главе с Манасом. Кочевье преодолело Артуш, перешло через немало перевалов и, терпя изрядные мучения, непрерывно шло 2 месяца. Наконец кыргызы подошли к долине Уцадыра, перешли через узкое ущелье и вышли к широкой долине на берег речки Каракужа. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.